Всем привет, меня зовут Сагдиана, я из Алматы, мне 15 лет, диабетом я уже болею 7 лет. Вообще я увлекаюсь танцами, лезгинкой, также я люблю кататься на лошадях. В детстве я была очень активной, но когда выросла, я более-менее успокоилась. А, Первый раз к нам приехала тетя в гости на день рождения мамы, и я стала в то время очень пассивной, мне было плохо, я не играла ни с кем, постоянно спала. Тетя это заметила и предложила маме сдать анализы, чтобы проверить сахар. На следующий день мы поехали в больницу, сдали анализы, потом поехали гулять. Во время нашего гуляния мне стало плохо, и меня увезли в больницу. В больнице меня положили в реанимацию с сахаром 28,6. В тот момент, когда нам сказали, что у меня сахарный диабет, я особо ничего не понимала. Единственное, я была очень расстроена за то, что мне нельзя будет кушать сладкое. Так, я особо еще тогда не понимала все тонкости этой болезни. Больше всего расстроились, наверное, мама с папой, конечно. Они были в шоке, они переживали, они не понимали, не осознавали еще этого. Я первый раз в жизни увидела, как плачет папа. Мама была очень расстроена и подавлена, винила себя иногда, что не уследила за мной или перекормила сладким. Первый раз, когда мне в больнице принесли инсулин, я устроила истерику на всю больницу, потому что я очень боялась уколов. Но когда я увидела, что там иголка очень маленькая, я поняла, что это не так страшно, но все равно у меня оставался этот страх. Когда мы приехали домой, первые дни особо ничем не отличались, только единственное, я колола инсулин и мерила свой сахар. Мама старалась сделать все, чтобы я не чувствовала, что у меня диабет или что моя жизнь изменилась. В тот момент больше всего поддерживала меня мама. Папа был чаще всего на работе, брат в школе, и мама ушла с работы и стала сидеть со мной дома. Больше всех она давала мне поддержку. В тот момент я подумала, что мне теперь все нельзя. Я думала, что мне нельзя будет заниматься любимым делом, танцевать, что мне нельзя будет там сладкое кушать. Но я думала, что мне все нельзя. Это единственное, что меня постоянно эта мысль не покидала. Мама прочитала через полгода, как я заболела, мама прочитала на одном сайте про помпу. Плюс нам еще знакомые постоянно советовали ее приобрести, и мы решили встать в очередь до получения помпы. Честно говоря, я сомневалась, потому что я боялась. Я только-только начала привыкать к ручкам, а тут опять надо было менять. И я сомневалась, не хотела, но мама меня уговорила. Мы попробовали, поставили помпу. Первую неделю, наверное, я не понимала еще, как это, что это. Но потом привыкла. Помпа намного мне облегчила жизнь. С ней не надо мне постоянно было колоться, эти иголки, которые постоянно теряются. Не надо было отдельно колоть длинный, отдельно продленный инсулин, по несколько раз в день тыкать в руку, в живот иголки. Это очень облегчило мне жизнь. Сенсор мы тоже поставили где-то через пару месяцев после того, как поставили помпу. Сенсором стало еще легче. Раньше в день я измеряла сахар по 30 раз, по 20 раз в день. Постоянно тыкала пальцем, у меня болели подушечки постоянно. С сенсором стало легче, особенно ночью, когда не надо просыпаться, мерить сахар, ты можешь просто взять и посмотреть. Еще очень облегчило, когда я была на танцах или на каких-то занятиях в школе. Там не надо было постоянно идти мыть руки, мерить сахар. Ты просто можешь посмотреть свой телефон, так, типа сахар нормальный, все, и убрать. Первое время я сомневалась и боялась насчет сенсора, насчет помпы, но потом привыкла, когда поняла, как это мне облегчает жизнь. Через некоторое время, после того, как мы установили инсулиновую помпу, мы узнали, что есть такая система, как закрытая петля. Нам ее очень многие советовали, и мы решили попробовать. Мне она сразу очень понравилась, маме тоже. Самая главная ощутимая разница была в том, что когда сахар поднимается, петля сама его скалывает по моим коэффициентам и дозировкам, или когда сахар падает, петля сама отключает базу и предотвращает гипогликемию. Это очень облегчило мне жизнь, наверное, на 80% стало легче.
особенно когда я в школе или на танцах, петля сама все регулирует. Иногда где-то там, когда пишу контрольные, не могу посмотреть, иногда могу пропустить, там, когда сахар падает или поднимается, и мама часто из-за этого переживала. И когда у нас появилась замкнутая петля, нам стало намного легче. У нас ушла эта тревожность. Мама перестала бояться, что у меня там будет гипо, который я не замечу. Очень мне понравилось в петле, что она заранее может отключить базу, и это предотвращает гипогликемию. А так я в школе, на танцах, я часто отвлекаюсь и могу не следить, и замечаю, что сахар падает, когда он уже ниже, очень низкий, и поздно реагирую, а петля все это делает заранее, мне это очень понравилось. Вот. Чаще всего гипогликемия, у меня бывает часто гипогликемия на танцах, и один раз я забыла, обычно перед танцами всегда ем что-то сладкое, чтобы сахар не упал, потому что мы очень активно там занимаемся, и я постоянно с собой беру какие-то батончики, и перед танцами за полчаса их ем. В этот раз я забыла себе купить батончик и ничего не съела, и в этот день у нас очень активно пошли занятия. Я не заметила, как у меня падает сахар, потому что очень увлеклась танцами. Но благодаря петле у меня сахар сильно не упал. Она отключила вовремя базу. И, короче, все было хорошо. Вот. Но петля максимально мне облегчила жизнь с диабетом, как можно больше. Сейчас я и мама видим обе мои сахара. Вот. Так это выглядит. Я верю, что в будущем можно будет еще диабет автоматизировать, но надеюсь, что его вообще излечат в будущем. Мой обычный день проходит с того, что я просыпаюсь утром, мерю сахар, делаю все свои утренние дела, иду в школу. После школы иду на танцы. Если у меня есть время, то иду еще кататься на лошадях. Если нет, то иду домой, делаю уроки. Петля намного облегчила мою школьную жизнь тоже, потому что в школе я всегда постоянно с одноклассницами гуляю, отвлекаюсь и часто забываю о сахаре. Вот. Одноклассники очень легко отреагировали на мой диабет. Я очень насчет этого переживала, когда заболела, как это все будет происходить. Но это еще больше я переживала из-за того, что я перевелась в другую школу. Еще там были люди, которые меня никогда не знали. Вот. И я очень насчет этого переживала, но нет, все сложилось очень хорошо. На их вопросы я вообще с легкостью. Я вообще спокойно отвечаю. Я понимаю их интерес, потому что у меня у самой была одноклассница, которая болела диабетом в моей старой школе. Я тоже постоянно интересовалась, что она делает, как она сахар меряет, подкалывает себе инсулин. Я понимала, что им интересно, и поэтому вообще с легкостью отвечала на все их вопросы. Я никогда не стеснялась своего диабета перед другими людьми. Никогда не стеснялась отвечать на какие-то вопросы. Мне, наоборот, особенно помпу, я никогда не пыталась ее спрятать. Я, наоборот, люблю, когда она чуть-чуть ее видно, потому что для меня это как моя изюминка. Вот. Благодаря замкнутой петле мне стало намного легче. Больше времени я провожу теперь на танцах, занимаюсь любимым делом, не так сильно тревожусь, как раньше. Спокойно гуляю с друзьями, мама не отпускает, потому что не боится теперь, что у меня там сахар упадет или поднимется, потому что она знает, что у меня есть петля. Плюс она видит мои сахара полностью, может мне в любой момент позвонить или написать. Вот. Чаще всего мне бывает тяжело иногда из-за сахара, что где-то иногда и петля может не всегда справиться, потому что там слишком жирную еду съем или еще что-нибудь. Ну, чаще всего это из-за того, что когда сахар скачет, из-за гормонов, из-за настроения, из-за всего. Вот. Это самое сложное, то, что меня иногда тревожит. Меня всегда старается поддерживать семья, мама, папа, брат. Еще мне очень помогло перезагрузиться, расслабиться, стать, возможно, в каком-то смысле новым человеком, когда я поехала в лагерь «Лето твоего пробуждения». Я была там 2 раза, мне очень понравилось. Там очень огромная, прям классная поддержка.
все прям от вожатых до медиков готовы тебе помочь и выслушать. Это очень круто. Благодаря этому лагерю я смогла побороть многие из своих проблем. Что даже касается сахара, и не только, и тревожность, и застенчивость. И вообще все свои проблемы я смогла там оставить, побороть себя, побороть свои страхи. И там я получила прям огромную поддержку. Так меня поддерживают чаще всего мама, друзья. Часто поддержит особенно лучшая подруга. Она видит, как я нервничаю из-за сахара, постоянно старается меня успокаивать, отвлекать, чтобы я лишний раз не переживала. Постоянно спрашивает, мне пишет по WhatsApp иногда, как мои сахара и так далее. Хотя она не разбирается, но она вот иногда так переживает за меня. Мне очень нравятся вообще все вот эти технологии. Я очень рада, что люди придумали все это, так как это очень облегчает жизнь многим диабетикам. Ты можешь себя чувствовать как абсолютно здоровый человек. Благодаря замкнутой петле ты, получается, 90% управления сахаром она у тебя забирает. Тебе становится намного легче. Вот. Ну, я надеюсь, что в будущем еще найдут излечение от диабета. Это будет очень круто. Детям, которые только заболели, я бы сказала им, чтобы они не сдавались, чтобы не думали, что диабет — это их приговор, что теперь они не могут заниматься любимым делом, общаться с друзьями, ходить в школу. То есть диабет просто им нужно будет контролировать сахар так. Они будут жить точно так же, как жили до этого, просто будут иногда мерить сахар и подкладывать инсулин. Особо их жизнь не будет отличаться. Потому что я тоже изначально, когда мне советовали все это, я боялась, потому что я думала, что это страшно, это больно, это непривычно. Я думала, что это будет что-то слишком громоздкое, неудобно носить. И я постоянно боялась и отговаривала маму начинать что-то новое применять в диабете. Но самое главное — это попробовать. И когда именно поймешь, что вот как это облегчит тебе жизнь, сам захочешь дальше это оставить. Мне кажется, самое главное, чтобы жить с диабетом спокойно и уверенно, это, конечно, поддержка от родных и друзей. Потом просто контролировать свой сахар, не забивать на него, но и не зацикливаться на нем. И просто продолжать жить дальше со своими мечтами и целями. Ну, я хотела бы сказать, что жизнь с диабетом — это не приговор, что у тебя все то же самое будет. Главное — уметь просто совмещать все это теперь, потому что в твоей жизни появился новый, так скажем, этап, когда тебе нужно внедрить в свою рутину теперь не только там гулять с друзьями, учеба, хобби, но и следить за своим сахаром. Если все это правильно совместить, то я думаю, диабет это будет не приговор, это будет даже легко. Вот. Все. Всем пока!